Дорогие друзья, всем привет, всем здрасте. Всем привет! Вы на канале Fishway. Мы сегодня на Платнике. Приехали половить большую рыбку в завоз с корабликом. Здесь очень много людей, Мы были но в мы шоке, справимся. от увиденного. Будем раскладываться. 6:15 утра. Мы начинаем. Процесс пошел. Да. Сейчас надо быстренько, потому что рыбаки уже... Покажи, кстати, ту сторону. Смотрите, если вы что-то поймете, здесь удочка на удочке, голова на голове. Это второе озерцо. Там на что на втором? Там маленькая рыба или что? Да, тут до 3 килограмм. Не знаю, мы не А ловили. здесь Там есть еще. пятнашки, двадцатки. Вот мы за ними и приехали. И еще Да. там машины. Короче, мы в шоке, реально. Так, друзья, посмотрите, какой у нас есть мини-рот-пот. Где у нас змеечка. Раньше были какие-то большие чемоданы, надо было поставить стоечку. Что это за змеечка здесь? Надо было ставить стоечку. Тут палочка, тык-мык и готово. Ну, единственное, что на деревянном помосте это не поставишь. Раз втыкнула, уже готово. С этой стороны у нас кармашек и сигнализаторов. Ну, такой, можно сказать, бюджетный вариант. А люди там все прибывают и прибывают. Вот такие вот дела. Рот-пот разложен. Здесь у нас Микада Карп 2 с длиной 360 сантиметров. Такая вот ручечка у нее классненькая. Уже ловим второй сезон на них. Хорошо работают. Кому интересно, дам ссылочку. Вот такие у нас две палочки. Сейчас поставим катушечки. Это будет стоять вот так вот, а это будет стоять вот так вот. Смотри, как красиво, класс, супер, да? Палки прикольные. Помощница моя помогает мне, катушечку одевает. Yes, of course. Получается? Конечно. Отлично, давай Смотрите, немножко всё живее, чётко. потому что пора уже кормить рыбу. Так, что у нас здесь? Значит, у нас вот такие вот грузики. Мне они очень нравятся, кстати. Они мне чем-то похожи на Fox. Сколько грамм пишут? 85. 85. Берем таких два грузика. Такие классненькие. Литкор со свинцовым сердечником. Что-то еще. Да. Навязанные крючочки. Крючочек такой пойдет, как ты думаешь? Ну, где-то на 10 килограмм, да. Да. А вот если двадцаточку, Давай десяточку. а снимем. она будет. Две десяточки. Класс, птички поют. Да, уже сейчас туман сошел, так хорошо видно, кто где, Людей сколько много. всех везде. Смотрите. Туда бы на тот островок переплыть на лодке, и там бы Ага, туда на не поплавок. разрешают. Да, людей реально здесь очень много в этот раз. Ну, в общем, вы поняли. И что ты там вяжешь? Потихонечку делаю снасточки. Становится немножко жарко. Рыбка плещется. Солнышко светит. Итак, давайте что по прикормочке у нас. У нас здесь есть немножко вареной кукурузы. И у нас два вида бойлов. У нас клубника хорошо работает здесь. И это рыбный краб, кальмар-осьминог. Сейчас немножко смешаем и добавим. Поехали. Кукурузки наварили, на слава богу, да? Да, и что самое главное, что у нас еще достаточно конопли варененькой. Там у нас кулечек с мусором. Это вареные. Это варенка 16-е. Это 16-я варенка. Клубника. Так, хорошенечко дадим полпачечки.
И рыбненьких дадим, да? Солнце светит прямо в глаз. А это у нас рыбненькие. Фу, вонючая, как вонюче вкусно пахнет. Это же полпачечки. Там дальше будем видеть, как пойдет. И кукурузки немножко такая. Щедренько дадим. И немножко оставим. Красота. Мы забыли пелец. Да? Да, у нас нет пельца. И самое главное, что коноплю мы будем давать не сразу сюда, потому что если она здесь в ведре высохнет, она просто будет при подаче всплывать наверх. Угу. Сюда бы меда какого-то, меласы, цейсельчика. Так, удочки у нас собранные. Сейчас я сделаю оснасточки, наживлю. Прикормочку мы замешали. Там кукурузка и 2 вида бойлов. Будем добавлять коноплю. У нас есть бундюэлька, но я думаю, что в ней нет смысла. И сейчас самый торжественный момент. Достаем кораблик. Посмотрим как раз, как он с прошлого года. Выглядит. Да, живой или не живой. У нас здесь есть красивый мат. Даже для него ничего себе. Вот так вот, чтобы не пачкался. Вообще. Батарейка и пульт. Батареечка и пультик. Все заряжено. Ну что, смотрим, как у нас здесь стоят дела. Кораблик, кораблик, наш кораблик. Помогатор наш. Да ты что, как мы раньше на матрасах завозили корм. Работает. Ура. Моргает. Дай бог памяти вспомнить, что у нас здесь с пультом творится. Тоже работает. Это хорошо. У нас здесь есть рожки. Так. Два винта работают, уже хорошо. Пробуем. Давай. Антенка. Ну, давай с Богом. Дорогой, покажи, на что ты способен. Это первая скорость. Да? Так, отплываем. Сколько там говорят? 7 метров. Надо откалибровать его. Ты не помнишь, как здесь калибровка? Не очень Первая, помню. да, вот эта верхняя. Пошел наворачивать круги. Пошел. А немного рыбаков, я смотрю, как погляжу, с кораблем ловят, да? Ну, я пока не вижу никого, кроме нас. Все отлично. Что у нас там зафиксировалось? Да, сейчас надо точку дом выставить. Так, точка дом 1. Как тут дом? По позволению одиночки, потому что вообще ничего не видно. Солнце слепит. Так, ну что, давай немножко левее, потому что там справа, смотри, рыбаков куча, тоже они там что-то кидают. Не хочется сильно влево, конечно, уходить. Туда чуть-чуть покажи. Пошел, красавчик. Давай, наверное, первую точку сделаем метров 40. Давай. Уже 24-27. Смотри, какая штука летит наверху. Угу. Кто-то летает. Так, смотри, что у нас здесь. Первая точечка будет у нас, ну, это первая дом, да. Вторая у нас, получается, будет, ну, хорошо, пусть будет 42 метра. Это будет первая точка. Левая. А правую мы сделаем, ну, может,
50-60, что туда правее может. Вот я нажал сейчас дом, оригинал. Она едет? О, едет. Возвращается. Вторая скорость стрела. Жау. Да ты что, скоростной режим. Многие спрашивали по поводу, попадает ли туда вода. Нет, ребята, ничего не попадает. Ну, волны нет, тихо, спокойно все, не знаю, как бы. На второй скорости, смотри, прет нормально, работает, заряд держит. Я не знаю, я доволен кораблем вообще на все 100. Такое дело. Стопорочек у нас где-то здесь был недалеко. Маленький. Давай вот такой возьмем. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот такая вот вкуснятина у нас будет. Это клубничка. Так. И так. Смотри, какие две вкуснятины у нас. Так, и оп. И это тоже готов. Отлично. Значит, левая точка у нас будет клубничка, правая точка у нас будет кальмар-осьминог, да? Первый у нас идет клубничка. Поэтому заряжаем. Так, есть такое дело. Как там бункер открывается? Отлично. Засовываем снизу. Да, и, кстати, в этом кораблике единственный минус, ну, как по мне, нельзя нагружать полный бункер, потому что магниты слабые, оно не открывает, и весь корм везет назад. Щедренько. Хочется, конечно, наложить много, но оно не выкинет, не сработают магниты. Так, у нас есть здесь конопелька. Конопельку мы ложим сверху. И положим сюда сверху пару боликов клубнички. Потому что это все-таки у нас клубничная точечка. Так, на воду. Скобка открыта. Корабль включен. Чтобы не отпустить его без... не включенным. Так, выбираем, что у нас. Получается, первая точка это у нас, которая вторая, да? Все, пошел, дорогой. Класс. До точки осталось 20 метров. Так, сбрасываем бункер, слушаем, открывается или нет. О, открылось, да? Есть, отлично, все. Что там? Корабликом тоже, да, кто-то кормится? Надо попозже пойти по берегу спрашивать вообще, что у кого что. А ну, сейчас я спрошу. Здрасте. Есть рыба? Там? Рыба есть у пана? На живця. А, на живца? На сома? На соломи, ну. Пан тут на нас был? А, ну зараз ще з віями. Угу. И рыба есть? У Суми? пана. Так, у пана есть рыба? Значить, зловлено було. А, или? Ми... Иди сюда. Смотри, о, красавчик. А на что, на живца? Да. А на вентробы, че как они там эти? Карпи. На карму. Ну, сумик есть, уже хорошо. Ну, молодцы, поздравляю.
Так что первую точечку мы закормили. Я уже поездил немного. Немножко производственная травма. Что? Производственная травма. Ну, как без этого. Ребята здесь на ночь приехали. Были, ловили сома на живца, на карася. Такой карасик хороший. Такой здоровенький. Ну, у них все серьезно. У них там и холо, там лодка. Катамаран, там что, я не знаю, что у них там. Вторую точечку найдем, да? Конечно. Давай просто вот так вот прямо, да, туда правее даже немножко. Угу. Сколько делаем? Ну, если там 42, не знаю, давай 55, 56. Давай 50 сделаем. Вон, видишь, куда кидает? Угу, угу. Давай, все, 50 Ну делаем. все, вот там останавливайся, нормально. Распогодилось, туман сошел, солнышко вышло и рыбка начинает. Рыбаки прут и прут. Смотри. Да, люди приезжают и Глянь. приезжают вообще. Не будем людей снимать. Их очень много. Сделаем снасточку. Так вот, одну лопаточку. Чтобы бункер открылся, да? Угу. Докормим. И конопельки. На точечку. Пусть рыбка кушает. Ну, давай, с Богом. Ловись, рыбка большая. И 20-килограммовая. Скобка открыта. Пульт включен. Давай чуть его распутаем немножко. Ветерок поднимается. Да, ветерок немножко. Так, что у нас? Третье. Дим, покажи нам, дорогим зрителям. Поехали. Там дядя справа на поплавок ловит, поэтому мы ему мешать точно не будем. Ну, А, вон два кораблика, вон, видишь? Да, Мгм. корабликами здесь можно на этом ставке, поэтому проблем нет никаких. да, потому что не на всех ставках разрешается. Разрешаю, да. Так, сколько времени? Давай посмотрим. Боже мой, 8 часов утра. Это мы 2 часа мучаемся. Можно представить себе? 2 часа. Приехать раньше не было возможности, потому что работает платник только с 6. Мгм. Здесь были люди, которые на ночевку остаются. Здесь можно либо с палаткой, либо сдаются домики. Все четенько, да? Все сброшено. Все сброшено, все четенько. Ну, немножко прикормочки там остается, конечно. Но это не столь важно. Сейчас, Остатки мелочи. сейчас дозавезем туда немножко конопли обязательно на первую и на вторую точку, чтобы рыбка активно кушала. Потому что ее здесь все прессуют и много корма. Все, ждем 8 утра. Пьем кофе. У меня кофе здесь, полевая кухня. Сейчас будем заваривать. Чайник уже кипит. На вторую точечку забыли немножко белов добавить. Можно было бы, конечно, их покрошить крушей. Друзья, у вас тоже каждая кукурузинка это должна быть рыбка, да? Мгм. Вся вот, если где-то рассыпалось, все собираем обязательно. Ну и давай сюда конопли еще чуть дадим. Конопля нужна при первом старте обязательно. При стартовом закормле конопля нужна. Это у нас вторая точечка. Точечка справа, которая... Это вторая скорость, да? Угу. Туда едем на первой скорости обязательно. Назад едем на второй. Медленно и уверенно. Все, теперь надо прочитать молитву рыбака, чтобы была большая рыба и еще больше. Ну, естественно, с большим глазом. Ждем рыбку. Что там, что там, что там? Что происходит? Сбрасываю балласт.
домой. Вторая точечка. Закормлен тоже. Ждем. Осталось что, ждать рыбку? Да, да, да. Тоже все четко, классно. Супер. Кофеек? Да. Давай. Кофейная пауза. Кофейная пауза у нас с круассанами в 7 days. Супер, давай. У нас пока первая точечка дозакармливается немножко. Конопельки туда дадим еще на старте. Чтоб рыбка испорожнялась, была сразу голодная и возвращалась на точечку. Первый улов есть. Очень серьезный и очень большой. С почином, Глеб Егорыч. Не 20 килограмм, конечно, но рыба здесь есть. Ну, мы настоящие рыбаки, без рыбы мы точно не уезжаем. Кстати, плотвичку здесь можно забирать. Класс, на Да. засолочку. Дед Да? сказал, что она мешает, говорит, и можете брать ее сколько хотите. Красота. Давай раскидываем судок. Ах. Следующее. Давай, заброс сейчас мастерский, смотри, какой будет. Сенина удочка. Фартовая. Все. Вот вам и карповая рыбалка. Там у соседей движуха. Карпика тянут. Часик прошел, у нас пока тишина. Кинули поплавочек. Карповая рыбалка. Можно ждать 3 суток карпика. Так что вот такие дела. Сколько корабликов ты сказала? 5. 5 корабликов. 2, 2, 1. Наш 6-й. Угу. Ну, еще там у ребят кого-то тоже был один. Сколько машин? 35. 35 машин. Да, Таксовка наша одна. Сегодня много людей. Погодка устаканилась, солнышко вышло. Могу еще людей посчитать. Давай. И мух, которые здесь летают. У нас тишина полнейшая, да? Что ты делаешь? Что, я, значит, дозавез на правую точку немножко бойлов. Я снял эту оснастку, поставил туда пелец рыбный. Первую удочку я не трогал, я ее так и оставил, там этот бойлик. Я просто дозавез корма. И сейчас поставлю 3-ю удочку, левее немножко. Прям под остров хочу туда завести и сделать такую грубенькую оснасточку. Сигнальчик. 2 бойлика поставил, да. Ну и здесь силиконовая тоже клубничка. Да. Сейчас затяну туда 70 метров. Посмотрим. 10 часов. У всех тишина. Не знаю, наверное, здесь просто рыбы нет. Наверное. Давай просто сюда, наверное, бойликов. Я уже мокрый весь. Заведем эту оснасточку сюда. Вот так вот это выглядит. Лежит здесь лежат наши здесь бойлики. 2 штучки. И лежит у нас здесь грузильца. Так, у нас есть прошлогодняя клубника. Я хочу ее немножко покрушить. Давай попробуем. Еще немножко. Сейчас созовем со всего ставка рыбу на нашу точку. Ну, давай еще разочек. И дадим сюда немножко свеженьких бойлов. Все, больше здесь ничего не будет. Отправляем на водоемчик. С Богом. Тихо, 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 тихо. Не увидел пульт. Что там за лампочку Ну, зацепилась? сейчас, надеюсь, выровняется. Ну все. Помчали под остров.
Давай. Смотри, там еще 2 кораблика идут под остров. Вот как раз туда и... Надо избежать столкновений. Ну, там, наверное, все 55 до острова, не? Ну да, где-то так. Сейчас. Приблизительно, наверное, 60 вот будет. Будет идеально, да? Смотри, Сколько уже? 59. Мгм. Всё, да. Отлично. запоминаем. А у нас будет 4. Сбрашиваем бункера. Мгм. Ну все, здесь сейчас точно будет рыба. Мне кажется, здесь уже туры работают с завозом людей. Да, кстати, смотри, здесь есть домики, вон можно их снимать на ночь. Это просто уже 44-я машина. Ты считаешь их? Да, я контролирую. Здесь есть домики вот такие. Они, Ну, конечно, там в домике холодные. абсолютно ничего нет. Там просто лежанка и стол. Все. Да. Там ни света, ни ничего там нет. Вон еще на той стороне домик. Если тот 7-й номер, значит их здесь примерно 7. Вот там есть домик, можно с палаткой. И вот здесь еще 2 домика. 3, 4, Можно 5, с палаткой, 6. можно в домике. Вон там сзади еще в углу. На том материке получается 1 домик. Нет, это, Ну и наверное, как сторожка. есть вот 2 туалета био. Там сторожка, где дедушка принимает оплаты. Да. По цене что? 60 злотых с 6 утра до 6 вечера всего лишь 2 удочки. Если хочешь плюс 1 удочка, это еще плюс 10 злотых. Ну и сутки у него считаются, да, если в 4 приехал, то в 4 уезжаешь. Да, да, там или там в 4 вечера приехал, в 4 следующего вечера Вот, уехал. да, Если в да, 7 да. утра приехал сегодня, в 7 утра завтра уезжаешь. Ну и здесь можно с корабликом, потому что не на всех на озерах разрешают с Да, корабликом. на этом ставке крупная рыба, говорят, шукур дает, а на том ставке маленькая рыба. Мгм. Шли ребята и сказали, что там взяли 5 карпиков по 700 грамм. Ну, я не вижу туда смысла вообще бросать. То есть, как бы, Ну, вообще туда мало. Основная часть здесь они обнародованы. конечно, тут же ж хочется все. Ну, рыба запрессованная, видишь, и тут столько корма, что рыба просто дурная и не хочет вообще ничего. Мгм. Надо просто включать свои чары, профессионализм свой и вытягивать рыбу. Закормим первую точечку, там, где у нас клубничка лежит. Дадим туда кукурузки, насыпал немножко конопельки. И там на дне бойлики. Включаем. Обязательно пульт надо включить, потому что корабль с ума сходит. Когда пульт не включен, он сразу же начинает искать дом. И через берег едет домой. Так, какая у нас там точка? Первая, да? Первая это дом, вторая. Ну, первая она типа первая. Вторая типа она первая. Оживей немножко. И без рыбы не возвращайся. Мгм. Там он тоже под берегом кормится один кораблик. Да, дядя перешел, там он Там с еще сыном. второй. Тут мужчина переехал, с ребенком был за нами. Видишь, наш корабль слышно, как он, да, идет. Мгм. А этот корабль не слышно. Но наш корабль быстрее в 2 раза. Это еще вторая скорость. Во всем И есть свои плюсы да, и и минусы. он слишком утоплен, видишь? Тот корабль. Да, 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 он низкий, он на волне, я не знаю, он захлебнется сразу. Да, как-то так. Дуже кукурузы дал. Сейчас все узнаем, сейчас все 2 проверим. метра. Тихенький вообще. Тихий, да? Мгм. Ну, Прикольно. Это соседи это, конечно, едят, есть несомненный плюс. Туда. Есть? Не снема? Эхолотиком пробивает дно дядя. Мгм. Patrz, co się stało.
Пришла пора, я перезакидываю нашу самую первую точечку. Там, где у нас один бойлик с клубничкой. Я его немножко подрежу, чтобы он дал свой аромат. Видишь, а в бойле присутствует шкарлупа от яиц. Ну, правильно, это ж должно быть безотходное производство. И сюда немножко бойликов свеженьких. Немножко. Может, порезать их тоже? Немножко Можешь порежем. несколько штук надрезать немножко. Чтобы рыбке было вкусно. Сейчас точно будет рыба. Вот точно. Ой, самое главное верить. Все так говорят. Да, ловить надо уметь просто. Скобочку открываем, не забываем. Где у Вроде нас? потеплело, можно раздеваться. Да, позагорать можно. На второй скорости. Короче, ни у кого ничего нет. Тишина. Мне кажется, что они здесь за зиму что-то сделали с этой рыбой. Не знаю, куда Это они ее такое дели. количество людей, может, перекормили. Здесь много Да было не, на ну сутки. хоть у кого-то, хоть что-то. Ну, сомика показал дядька. Условно, да. Домой. Хороший кораблик. Я не знаю, я очень сильно доволен им. Много очень пишут, спрашивают, как, что. Не знаю, обалденная машинка, игрушка. Работает все, даже стандартная батарея. Вот смотри, вот второй сезон пошел. Ну, как бы нормально. Я его держал 50% заряженный всю зиму. Сейчас зарядил его. Пульт пытался поддозарядить, но он хорошо был заряжен. Все индикаторы горели, поэтому я доволен. Красотка. В общем, мы заканчиваем свою рыбалку. Протираем кораблик обязательно насухо. Рыбки Переводим нету. в порядок. Приводим в порядок, да. Рыбки нету. Ни у кого причем. Мгм. Не, ну дед говорил, что вчера хорошо брала, и завтра будет хорошо очень брать. Мгм. Вот. Сегодня что-то давление, Сегодня- наверное, не то. Ну, это три варианта. Либо все, кто здесь есть, не умеют ловить рыбу, либо здесь просто нет рыбы. Мгм. Я не знаю. Третьего не дано. Давление разве что. Обычно на том берегу хорошо ловят. Ну, на том берегу тоже сегодня не клювало. Мгм. Поэтому я не знаю, как-то Они нам так. сказали, что на этом берегу ловят. Где-то на проценте, конечно, он будет говорить, что здесь тридцатки есть. Тут еще один где-то полтинник был такой, ну, это единственный такой в мире, 50 килограмм. Вот, ну, его никто не видел. Да. Был да Поэтому всплыл. собираемся немножко, А мы нормально посидели, хорошо. отдохнули. Солнышком напитались, Рыбки нет, ну, значит, воздухом подышали. На природе были. Можно галочку поставить. наша дальняя точечка тоже не сработала. Сматываем удочки. Не, дед реально говорит, что бывает такое, что клюет по 10 рыб, там, я не знаю, у одного за сессию. Бывает, что вот такая тишина. Ну, это рыбалка. Если бы оно было бы как-то иначе, то было бы неинтересно, наверное. Поэтому как-то так. Вообще, конечно, мы уже были здесь на этих ставках. У нас есть видео, мы можем прикрепить где-то здесь ссылочку, посмотрите. Рыба здесь была. Людей что- здесь не было. Людей здесь не было тогда, да, мы реально сегодня офигели от такого количества людей. Но рыба здесь точно была. Но я более чем уверена, что она реально есть. Просто не сегодня и не для Ловить нас надо уметь. всех. Ребята, на этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Вы подписывайтесь на канал обязательно, Ставьте ставьте лайки. лайки. Комментируйте, Что было так, что не так, чтобы вы добавили, если были здесь. какие бы вы методы использовали бы при вот такой ситуации, когда нет рыбки, на что бы вы пробовали ловить, На пенопласт, наверное. пишите. Всем пока. Пока-пока.